Приветствую любителей виртуального футбола на нашем канале. Я уверен, что здесь собрались любители не только eFootball-PES, но и ребята, которые играют и в FIFA, и в eFootball, и ребята, которые играют только в FIFA. А поэтому, когда происходят значимые события в мире футбольных симуляторов, будь то анонс новой футбольной игры, или же анонс новой части одного из известнейших футбольных симуляторов, я не могу пройти мимо этого события, поскольку и самому интересно на все это взглянуть, ну и вам заодно рассказать. И как раз таки вчера Electronic Arts представили первый тизер-трейлер своего будущего проекта под названием EA Sports Football Club. И признаться честно, зрелище это то еще. Поэтому в сегодняшнем видео предлагаю все это дело обсудить. Даже не то, чтобы устроить этакий разбор трейлера, а просто обсудить с точки зрения игроков в eFootball, что это значит для нас с вами. Потому что даже столь небольшой трейлер, но уже о чем-то договорит. О чем? Сегодня и узнаете. Устраивайтесь поудобнее, подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые, и поддерживайте это видео своими лайками и комментариями. Так вы способствуете его продвижению. Чтобы по возможности избежать недопонимания в комментариях, не подумайте, что в этом ролике я буду только смеяться над тем, что нам показали Electronic Arts, потому что, видите ли, я играю в eFootball. Постараемся каждый момент обсудить более-менее конструктивно, но опять же, без каких-нибудь смехуёчков все равно не обойтись. По факту Electronic Arts просто представили небольшой тизер, который напоминает нам, что 24-й части FIFA ожидать не стоит. Они собираются выпускать новый продукт, и который будет преследовать немножко иные цели и в целом предлагать иной контент. А поэтому в этом трейлере как такового геймплея не показали. Это просто кадры, которые воссоздали на движке Frostbite. И в целом, если приглядеться непосредственно на кадры трейлера, а не на главную обложку игры, то в принципе можно заметить, что это как-то не сильно отличается от той же FIFA 23. Ну, по сути, да, где-то форма немножко иначе колышется, но по сути лица остались практически одними и теми же. А вот если обратить внимание на непосредственно обложку, то о бой! Я не знаю, как они допустили такое и вообще на какую реакцию рассчитывали, когда публиковали ее в официальных источниках, но это что-то с чем-то. Не знаю, как у вас, но у меня сразу же складывается эффект зловещей долины, то есть вроде бы знакомые лица, но выглядят как-то далеко не естественно. Какие-то выглядят страшно, какие-то просто забавно, просто взгляните на Рональдиньо. И причем у него такое лицо не только на обложке, но и в самом трейлере непосредственно. Но если тот же самый трейлер отсылается скорее к игре, то вот обложка, как подозревают некоторые игроки, могла быть воссоздана искусственным интеллектом, потому что она вроде бы пытается удариться в реализм, но все равно выглядит как-то криво-косо. Я не думаю, что этим могли заниматься реальные люди. А поэтому чего-то подобного и не стоит ожидать в самой игре. Скорее всего, это просто своеобразная рекламная кампания. Да, стрёмная, непонятно, как они до этого додумались, но что имеют игроки, то имеют. По крайней мере, пока мы не получим первые геймплейные кадры, можно вовсю обсуждать некую схожесть eFootball и будущей игры от Electronic Arts. Все, кому не лень, смеялись над тамошними лицами. Теперь пришло время посмеяться над лицами от Electronic Arts. Но что же нам с вами, игрокам в eFootball, говорит данный трейлер? Если вы присмотрелись внимательно к действующим лицам данного трейлера, к командам, которые в нем засветились, то вы могли заметить, что ни единого упоминания о Барселоне. А мы вспоминаем, что еще не так давно были активные разговоры о том, в какой же игре Барселона окажется в качестве одного из действующих партнеров. Это не значит, что Барселоны не будет вообще, но скорее всего она сохранит партнерство с Konami и непосредственно с eFootball. Опять же, в одном из последних роликов мы это все дело активно обсуждали. И по сути, данный трейлер это невольно подтверждает. Так же, как правильно отметили некоторые пользователи, в трейлере напрочь отсутствует упоминание о Килиане Мбаппе. И если обратиться на его официальный сайт, я удивлен, что у него вообще такое присутствует, то упоминание о партнерстве с Electronic Arts у него исчезло. То есть, по сути, это партнерство подошло к концу, судя по всему. Это, конечно, не говорит о том, что француз появится в качестве одного из действующих лиц eFootball, но в целом
целом для Konami это очень даже неплохая возможность. Другой вопрос, осилят ли они ее, тут на самом деле ответить трудновато. Ну и хотелось бы верить, что после этого трейлера Konami поймут, что им не впрек отмалчиваться, и в ближайшее время также поделятся какими-нибудь новостями по eFootball 2024. А обсудить там на самом деле есть что. Но займемся мы этим как-нибудь в следующий раз в одном из последующих роликов. Здесь же и сейчас, по факту, судя по всему, Electronic Arts решили сделать, скажем так, ставку на мультифутбол, то есть особый акцент идет и на женские команды. И исходя из всех слухов, которые мелькали до этого, судя по всему, действительно мы близки к тому, что в будущей игре от канадцев будет совмещение мужского и женского футбола. По крайней мере, в онлайне так точно. Я на это смотрю как-то со скепсисом, потому что это прям совсем какая-то солянка будет. Ну а ваше же мнение буду рад узнать в комментариях под этим роликом. Поддерживайте это видео своими лайками, подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Но у меня же на этом все. Я всех благодарю за просмотр и вашу активность. Услышимся в следующих видео на канале Realistic PS. Всем пока, дорогие друзья!